Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами обзором на масляные краски Art Creation от Royal Talent, нидерландской группы, и поделиться еще своим первым впечатлением. Вначале я распаковываю упаковку, все тщательно закупорено, каждая, не каждая туба, но в смысле разделено все на две части, упаковано в пластик, все это запаяно, все это плотненько закрыто, что, кстати, хорошо при транспортировке, что не способствует расслоению краски, хотя такого я в принципе не заметила. Затем я делаю выкраску и хочу конкретно по цветам пройтись. В принципе, эти краски я выбрала именно из-за того, что хотела снова заняться масляной живописью, но до этого у меня был мастер-класс Невская палитра, то есть такая классическая. Мне хотелось чего-то новенького. Тут на рынок вышел Royal Talent и со своими Ван Гогом, Art Creation и Рембрандтом. Я решила посмотреть их линейку. Я как раз-таки взяла такой большой наборчик, чтобы полностью обозреть, конечно, не полностью, но максимально обозреть эти цвета. Потому что, мне кажется, все-таки Ван Гог и Рембрандт тоже где-то там рядышком, хотя должны быть на порядок лучше качества. Впоследствии я куплю еще Ван Гог, посмотрим, сравним. Так вот, общее впечатление пока что у меня смешанное, если честно, потому что я возлагала больше надежд на эти краски. Пока, не знаю. Мне кажется, что они как-то не слишком блестят. Такое ощущение, что они не сильно масляные. Потому что моя выкраска достаточно быстро высохла, не полностью, какие-то цвета до сих пор живые, там, спустя 4 или 5 дней, но часть из них практически высохла. Так вот, по поводу самой выкраски, самих красок. Светоустойчивость обещает более 100 лет в большинстве цветов. Исключением является практически вся палитра желтых и красных, и один зеленый. Там менее 100 лет устойчивость, светоустойчивость. По количеству пигментов в большинстве случаев однопигментные краски, кое-какие двухпигментные, и есть еще более 3 и 4. Это оливковая, умбра и серая пейна. Оливковая, понятно, это сложный цвет, там 3 пигмента. Умбра непонятно, почему вообще сделали ее трехпигментной, причем такой сложной, я не очень понимаю. А серая пена, понятно, это такой сложный цвет, я его обожаю в акварели, и здесь он как раз-таки тоже присутствует, если я правильно перевела. То есть это пена грей, да, все правильно вроде бы. Он мне очень нравится, я рада, что он есть в этом наборе. По укрывистости, то есть по плотности, в принципе, достаточно хорошие, но меня разочаровало несколько цветов, причем очень сильно. Это цинковые белила, но они, в принципе, вроде бы как и должны быть такие немного более прозрачные. Кармин очень какой-то такой водянистый, я бы сказала, по ощущениям. Жженая умбра, непонятно почему, она вообще жидкая. Оливковая, тоже прозрачная. И, в принципе, землянистые цвета, они все такие немножечко как будто для лессировок уже. То есть они такие не плотные, не укрывистые. Не знаю, почему так получилось. Если говорить о моих ощущениях, то я разочаровалась в этом наборе, потому что мне, во-первых, не хватило такого откровенного красного, вот такого честного, открытого краплака красного, может быть, из-за того, что я, правда, привыкла к другой палитре, и мне его не хватает. Потому что вот этот кармин и скарлетт, что-то немножечко не то. Они какие-то холодноватые, они немножко не такие. Да, их можно смешать с оранжевым, но это уже будет не то ощущение. Синие, в принципе, неплохие, их достаточно много, непонятен немножко голубой, который такой сложный голубой. Я, в принципе, просто не фанатка таких цветов. Ультрамарин, как мне кажется, недостаточно плотный. Вот мне хотелось бы его немного более плотнее, жирнее, что ли. Зеленые тоже какие-то откровенно скучные. Конечно же, есть такой более холодный. Вот этот разбеленный зеленый какой-то странный. Единственный зеленый, который мне понравился, такой теплого оттенка. Он единственный. Синих получается 4, 5, практически 5, а зеленых
внутри, но вот этот оливковый, он вроде как зеленый, но не зеленый, но он такой полулессировочный. Хорошая охра оказалась, мне нравится, такая нейтральная охра, знаете, иногда бывает, что пишут, что классическая охра, она уходит как будто в зеленцу или в желтизну, а это прям вот идеальная. Плюс очень много землянистых, слишком много, как мне кажется, ну вот слишком. Отдельное спасибо за серую пену, есть еще черный. Нету лиловых, лавандовых, фиолетовых. Конечно, опять-таки их можно смешать, но я бы хотя бы один фиолетовый хотела. Вот не вместо зеленого, вместо синего классно было бы, если бы они положили один фиолетовый. Это прям было идеалиш. И вообще был бы очень хороший набор. То есть немножко не тот набор, на который я рассчитывала. Я, конечно, смотрела, что там за цвета, но как-то так придирчиво не всматривалась. Не знаю, как я буду его пополнять или не буду, или полностью откажусь от него. Я пока не понимаю. Я хочу попробовать пописать. И я как раз-таки написала небольшой такой натюрмортик. И хочу сразу сказать, что я очень давно не писала маслом. Это было так непривычно, я так отвыкла. Хотя до этого я немножко писала акрилом, немножко гуашью, но это все-таки немножко не то. Пластичность масла, она вообще никак не повторима, ни с чем не сравнима. И было сложновато. Плюс я все-таки люблю с подмалевком рисовать, но надо, чтобы он высох, а я хотела вот прям сразу, поэтому я такой а-ля прима сделала. Не сильно жирненько получилось. Надо было, наверное, все-таки смелее быть, но я пока возвращаюсь вообще к этой живописи, потому что мне до этого казалось, что я вообще не помню, как это все делается, все вспоминается. Вот, в работе эти краски вели себя, ну, не знаю, я еще немножко так жадничала, не понимала, сколько нужно выдавливать красок. Вот этих, конечно, тупо, и хватит вообще ненадолго, вообще, потому что там всего сколько там, до 20 миллилитров, я уже не помню. В общем, совсем они крошки, и хватит ненадолго, и надо все-таки их щедро достаточно выдавливать, потому что расход у них большой. Я писала на чистом масле льняном, то есть без каких-либо разбавителей, старалась более-менее так густенько писать. Ну, в принципе, пластичные, приятные, цвета хорошо смешиваются, грязь выходит очень не скоро, то есть когда я там смешала совсем много цветов, все равно была такая хорошая основа. Это, скорее всего, за счет того, что очень много однопигментных красок, и получается, что когда они смешиваются, достаточно такую чистую смесь получается. Вот. Покрываются хорошо, покрывают как бы картон хорошо. У меня грунтованный просто акриловым грунтом картонка. Я не делала ни желатинового, ничего там покрытия, чтобы оно не проходило. В принципе, ничего критичного не было, не скользило. От кистей отмывается достаточно быстро. Я, в принципе, их чуть-чуть в масле как бы обмакивала, потом салфеткой просто вытирала. И обычным хозяйственным мылом потом тщательно промыла. Все отмылось, все промылось, ничего не застряло. Вот, то есть они такие не супер цепкие, потому что иногда бывает въедается просто в самый мозг кисти и не вычистишь. Так что, как бы общее впечатление неплохо. Ожидалось немножко лучше, ожидалось больше разнообразия от палитры. Немножко расстроили такие вот полупрозрачные цвета. Все-таки как-то предполагается, что если масло, то оно должно быть плотным. Ну, это мое личное впечатление, потому что я знаю, что сейчас есть уже маркировка, что есть часть цветов, которые такие полулессировочные. Возможно, как раз-таки вот из этих землянистых будет хороший подмалевок, хорошая лессировка. Я попробую, скажу, как оно будет. Скорее всего, покажу, запишу какое-нибудь видео. То есть пролессирую, например, оливковым, кстати. Сделаю фон и попишу что-нибудь, какие-нибудь цветочки. Посмотрим, как оно будет. Потому что, так ими писать, в принципе, хорошо. Нужно просто их много брать, чтобы они все-таки имели плотность. Потому что все время казалось, что они растворяются где-то, вот как-то уходят в никуда. Не знаю, почему такое впечатление. Все-таки не моя история.
такие полупрозрачные. Вот, поэтому буду дальше пробовать, будете смотреть, я буду выставлять эти видео. Я следующую работу очень хочу попробовать на черном грунте сделать. Я прогрунтовала две картонки черным грунтом. Хочу посмотреть, как оно будет смотреться на вот таком плотном подмалевке, по сути. Посмотрим, как они по плотности будут, по укрывистости смотреться. Вот. И будет более полное впечатление, потому что сейчас, неплохо. За свои деньги вообще идеально, на самом деле, потому что этот набор мне еще с кучей скидок достался вообще меньше 1000 рублей, поэтому, в принципе, что я жалуюсь. Вот. За свои деньги неплохо, но могло быть лучше. Теперь очень хочется взять небольшой хотя бы наборчик Ван Гога и посмотреть, как оно у Ван Гога происходит. Вот такое вот мое впечатление. Буду дальше пробовать, делиться впечатлениями. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.